Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике разберем компанию Akamai Technologies, поговорим о деятельности данного актива, сравним с отраслью, рассмотрим динамику роста финансовых показателей, ознакомимся с прогнозами на будущий период, проведем анализ графика и подведем итоги. Компания Akamai Technologies была основана в 1998 году и торгуется под тикером AKAM на американской фондовой бирже NASDAQ. Относится к сектору технологий, индустрии программного обеспечения и инфраструктуры. Akamai обеспечивает безопасность и предоставляет цифровые возможности крупнейшим компаниям мира. Интеллектуальная периферийная платформа Akamai охватывает все, от предприятия до облака, поэтому клиенты и их предприятия могут быть быстрыми, умными и безопасными. Годовая выручка в 2020 году составила 3,2 миллиарда долларов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Штат сотрудников компании составляет 8300 человек. Ведущие бренды во всем мире полагаются на Akamai, чтобы помочь им реализовать конкурентное преимущество с помощью гибких решений, расширяющих возможности их мультиоблачных архитектур. Клиентами Akamai являются ведущие мировые корпорации, включая Adobe, Alibaba, Autodesk, Carnival Corporation, Coca-Cola Company, Comcast, eBay, Electronic Arts, FedEx, Lufthansa, PayPal, Qualcomm, Spotify, Ubisoft и так далее. Также компания активно сотрудничает с государственными органами США. В число клиентов из государственного сектора входят Бюро переписи населения, Министерство обороны, Министерство труда, Государственный департамент, Министерство транспорта и Министерство финансов. Портфолио Akamai включает периферийную безопасность, производительность в интернете и мобильных устройствах, корпоративный доступ и решения для доставки видео. Она развернула самую распространенную и высокораспределенную сеть доставки контента CDN с примерно 325 тысяч серверов в более чем 135 странах и почти 1435 сетями по всему миру. Ее решение облачной и корпоративной безопасности направлено для защиты инфраструктуры веб-сайтов, приложений, а также защиты пользователей от кибератак и угроз. Компания имеет решения для повышения производительности в интернете и мобильных устройствах. Эти сервисы используют интеллектуальную оптимизацию производительности и мониторинг в реальном времени. Из описания компании понятно, что ее деятельность актуальна и востребована. Она имеет послужной список компаний по всему миру и сотрудничает с государственными структурами США. Давайте теперь посмотрим на компанию с фундаментальной точки зрения. На сегодняшний день цена акций компании составляет почти 104 доллара. За один год акции выросли на 9%. Рост не столь существенный по сравнению с ростом индекса, который составил 50%. За 5 лет компания выросла на 98%. Если сравнивать доходность компании с индексом за 5 лет, то видно, как индекс растет быстрее. Разница практически в 2 раза. Удерживая акции компании с 2015 года до сегодняшнего времени, мы получили бы возврат на капитал 64%. В то время как, инвестируя в ETF индекса S&P 500, мы получили бы 115% прибыли. Но ведь это всего лишь прошлые данные, которые можно брать в расчет, но однозначно делать какие-либо выводы не стоит. Нам, как инвесторам, важно определить потенциал компании, ее фундаментальную устойчивость, посмотреть динамику роста финансовых показателей, ознакомиться с прогнозами и затем уже делать какие-либо выводы. Давайте перейдем на сайт Finviz и посмотрим, как чувствует себя компания в разрезе с отраслью, в которой она работает, а также посмотрим на ее финансовые показатели. Компания имеет капитализацию 16,8 миллиардов долларов и занимает 16-ю позицию в индустрии разработчиков программного обеспечения и инфраструктуры. Касаемо мультипликатора P/E, отношение стоимости акций к прибыли, он равен 30. Показатель в целом завышен, но в сравнении с индустрией является средним значением. Форвардное значение P/E меньше основного показателя, что говорит нам о том, что компания ожидает увеличения прибыли в ближайшие 12 месяцев. Показатель P/S равен 5. Этот показатель завышен, но в сравнении с индустрией смотрится адекватным. По показателю цены к свободному денежному потоку он равен 14. В этом отношении мы можем поставить плюсик компании. В сравнении с индустрией это наилучший показатель. По рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций они находятся на среднем уровне. Первые 3 компании из этого списка показывают наилучший результат в этом отношении. Дивидендов компания не платит и не планирует делать это в ближайшем обозримом будущем, поэтому покупку данной компании к себе в портфель мы можем рассматривать только с точки зрения ростовой стратегии. Но какие перспективы и планы ставит перед собой компания, давайте будем разбираться дальше.
По динамике мультипликатора P на E в настоящее время он равен 31. За последние 10 лет это ниже среднего значения по компании. То есть можно сказать, что компания торгуется по справедливой стоимости по отношению к своим историческим данным. Забегая вперед, хочется отметить, что компания за 2020 год показала рекордные показатели по прибыли и выручке, в то время как цена акции не взлетела, а наоборот, она находится в боковом движении и несколько остывает по отношению к своим историческим данным. По значению мультипликатора P на B, который равен 5,3, в настоящее время он находится в среднем значении за последние 10 лет. Компания за последние 2 года существенно нарастила долговую нагрузку для расширения своей сферы деятельности, но данная долговая нагрузка не существенна для Akamai Technologies. Операционная прибыль без каких-либо проблем покрывает проценты по платежам. В этом отношении управление компанией грамотное. Это можно заметить по эффективности использования финансового рычага. Как было отмечено ранее, можно увидеть, как компания нарастила долговую нагрузку. Увеличение долговой нагрузки способствовало увеличению финансовых потоков, таких как выручка и прибыль. С маржинальностью как с чистой, так и с операционной у компании никаких проблем нету. Она находится на высоком уровне. К рентабельности собственного капитала и активов также не возникает вопросов. За последние 3 года рост выручки составил 10%, рост EBITDA 20% и рост прибыли на акцию 38%. Это высокие значения. Давайте теперь поговорим о динамике роста финансовых показателей. По росту выручки видно, как компания ежегодно наращивает ее. Выручка за 2020 год составила 3,2 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в предыдущем году, и впервые в истории превысила отметку в 3 миллиарда долларов. Столь сильный результат был достигнут благодаря быстрому росту бизнеса в области безопасности и сохранению высокого уровня трафика на интеллектуальной периферийной платформе. По динамике роста прибыли также виден ежегодный прирост, как чистой прибыли, так и операционной прибыли. При этом также растет маржинальность. Чистая прибыль по итогам работы за 2020 год составила 557 миллионов долларов, что на 16,5% больше, чем в 2019 году. Чистая прибыль на акцию составила 3,36 долларов, что на 16% больше, чем в 2019 году, и впервые превысила 3 долларов на акцию. Касаемо обратного выкупа акций или доп. Эмиссии, компания осуществляет обратный выкуп. В 2020 году компания выкупила 2 миллиона своих акций за 193,6 миллионов долларов по средней цене в 96,8 долларов. То есть компания выкупает свои собственные акции по рыночным ценам, показывая на уверенность в своем бизнесе и его развитии, что приводит к росту ее котировок. Активы у компании также растут, обязательства у компании тоже растут, по итогу активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал у компании подрастает. Денежный поток от операционной деятельности у компании ежегодно растет. Компания активно занимается инвестиционной и финансовой деятельностью. В октябре 2020 года компания приобрела все находящиеся в обращении акции Asavi, частной компании со штаб-квартирой в Дублине, Ирландия, за 155 миллионов долларов. На момент закрытия финансовой отчетности распределение покупной цены в полной мере не было завершено. Asavi – это безопасный мобильный сервис, с помощью которого компания планирует выйти на рынок с унифицированной организацией мобильных продаж для предоставления клиентам более легкого доступа к спектру портфеля Akamai. Asavi в четвертом квартале 2020 года уже внесла около 8 миллионов долларов выручки. Касаемо капитальных вложений, компания планирует в 2021 году инвестировать порядка 16% от общей выручки. Это будет несколько ниже затрат в 2020 году, поскольку она ожидает использовать значительные инвестиции в пропускную способность сети, которые она сделала в 2019-2020 году. Давайте теперь поговорим о прогнозах. По заявлениям компании, пандемия COVID-19 ускорила использование интернета потребителям в таких областях, как ОТТ, видео, игры и электронная коммерция, и они полагают, что такая модель использования вероятно сохранится в будущем. Однако компания ожидает, что в 2021 году трафик продолжит расти, но темпами более соответствующими историческим уровням до 2020 года. В 2020 году командировочные и сопутствующие расходы были намного ниже, чем обычно, и компания предполагает, что эти расходы начнут возвращаться к более нормальному уровню, начиная со второй половины 2021 года. В свете недавнего снижения процентных ставок ожидается, что процентный доход будет снижаться в годовом исчислении. В частности, процентный доход будет примерно на 8 миллионов долларов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в 2021-2023 годах выручка ежегодно будет расти на 6-8%, прибыль на акцию в 2021 году на 4% и в 2022-2023 годах на 9
10-12%, что говорит нам об увеличении маржинальности бизнеса. Теперь давайте посмотрим на среднюю консенсус цену аналитиков на 2021 год. По мнению аналитиков, ожидается рост цены акции. По информации биржи NASDAQ, 8 аналитиков сделали свой прогноз. Консенсус мнения по данному эмитенту – строгая покупка. Средняя консенсус цена составляет $125 в течение будущих 12 месяцев, что на 21% больше уровня текущей цены. Теперь давайте посмотрим на график и сделаем технический анализ. По графику видно, что цена акции с 2020 года находится в боковом движении. Если рассматривать промежуток за более длительный период времени, за 5 лет, акция находится в восходящем тренде. Если соотносить данные по финансовым потокам и движению ее котировок, то, по моему мнению, в настоящий момент она находится в справедливой стоимости. Ознакомившись с прогнозами компании на будущий период, она также имеет потенциал для роста. На графике я отметил красными линиями две нижние границы, вероятно которым компания придет в 2021 году. То, что цена акции, по мнению аналитиков, может стоить $162, в это слабо верится. Теперь, друзья, давайте подведем итоги всего вышеизложенного. Подводя итоги, компания заслуживает оценку в 6 баллов. Если бы она платила дивиденды, то заслужила бы более высокую оценку. По мультипликаторам компания несколько дорогая. Высокие параметры P на E, Price to Book и PS. Компания не выплачивает дивиденды. Касаемо финансовых потоков, вопросов не возникает. Компания устойчива, с понятным бизнесом и структурой управления. Подходит для долгосрочного удержания по ростовой стратегии. На этом, друзья, я буду заканчивать данный ролик. Напишите, как вам обзор данной компании, держите ли вы ее в своем портфеле в настоящее время или планируете к приобретению. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, а также напишите, какие компании вам интересны к следующим обзорам. Инвестируйте только в понятные компании с устойчивым бизнесом, и в долгосрочном плане это даст положительный результат в вашем портфеле, и вы будете получать удовлетворение от проделанной работы. Спасибо за внимание, друзья, до скорых встреч!